Топ-5 крутых ТВ-боксов к распродажам ноября на AliExpress на осень 2025. И вы знаете, топ немножко изменилось, потому что есть немножко много обстоятельств маленьких, совсем больших. Короче, ребят, топ-5 ТВ-боксов, очень крутых ТВ-боксов к распродажам ноября на канале Технозон. Поехали. Мы с вами на главной страничке нашего канала. Для жителей Украины, напоминаю, у нас разыгрывается крутой телевизор на данный момент. Условия в описании под видео, а мы с вами поехали с инсайтов. Инсайты таковы, что в этом топе пока не будет, потому что мы не знаем, выйдет или нет до распродажи, но скорее всего нет, потому что это Yugus AM9 Pro, он выйдет вообще где-то после Нового года. Это прям вот новиночка на S905X5J с Dolby Vision. То же самое, что 905, который хорошо подходит для Samsung телевизоров, с поддержкой 266 кодека, он будет 4:64, но он выйдет уже там вот где-то после Нового года, и цены пока не знаем. Ну и Yugus SK4. Если Yugus SK4 появится в продаже на 11.11, то ссылка будет в описании под видео, идите проверяйте, как и промокод на скидку. Но это, сразу говорю, это S905X5M, это тот же самый Yugus X5, X5M, только с Dolby Vision, и он в коробке от SK2, который был, и он немножечко лучше, конечно же, у него будет уже Wi-Fi 6, и правда тут заявлено почему-то 100 мегабитный интернет, но мы про это будем вообще смотреть, вернее Ethernet, про это будем смотреть, когда он выйдет. А сейчас мы начинаем с внетопового места, и Кинхан К9 укатился во внетоп. Ну так бывает, потому что не сыскал он всенародной любви, как сыскал его Зиду в свое время, и как-то вот он где-то сейчас то туда, то сюда, и ждем, либо выйдет какой-то мега обновление прошивки для Кинхан К9, и он получится еще интересней, хотя сам по себе как медиаплеер он очень интересный. На Amlogic S928XK 4:64 с Dolby Vision, с Dolby Atmos, HDR10+, Wi-Fi 6, у него своя там по типу операционная система на базе ядра андроида, и плюс там еще каталогизаторы, проигрывание BDMV ISO дисков, тех, кто знают, да, там это, грубо говоря, образы самих там этих Blu-ray дисков. И мы, конечно же, делали обзорчик на него. У него есть AI-PQ, AI-SR, это фишки искусственного интеллекта, которые улучшают реально качество. И вот очень неплох, но вскатился во внетоп, потому что люди считают, что, например, тот же самый Зиду, он стоит интереснее, потому что у него обвязка по звуку есть интереснее. И процессоры у них, хотя и те же самые, но все равно как-то так получается. И многие вообще дают предпочтение Зиду прошлых поколений на Realtek 1619, тоже как бы есть. Вообще, в принципе, перед тем, как мы перейдем уже к топовым местам, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Но еще хочу вам сказать, что ссылки на все ТВ-боксы лежат в описании под видео, как и ссылки на проверенных продавцов и на промокоды, если вы закупаетесь на aliexpress.com. Ребят, пошли пятое место. Пятое место у нас скатились Югусы. У нас сегодня одно скатывание будет, ребят. Вот у нас такое, знаете, чуть-чуть интересное настроение. Не у нас вообще, у вас. Это ж по вашим отзывам топы строятся. И у нас Yugus AM9, видимо, в преддверии выхода SK4 AM9 Pro за $155. Вот очень классный ТВ-бокс. Это полноценный Amlogic S905X5, не X5M. У него есть и тоже фишки искусственного интеллекта, конечно же, поддержка новых кодеков 266, VVC так называемый. И он действительно неплохо работает, да еще и получил обновление на 2.0.2 прошивку, то есть по воздуху уже начали приходить обновления. При том, что данный ТВ-бокс интересен еще другим. Он очень хорошо подходит для, допустим, Samsung телевизоров, либо телевизоров, где есть HDR10+, запас мощности, хороший Wi-Fi на LPDDR4, и в принципе вот любителям Yugus он зайдет. Но здесь нет Dolby Vision. А с Dolby Vision есть Yugus X4Q Extra. На X4Q Extra за $122. Это тот же самый легендарный X4Q, топ-селлер, топ-продаж, да, там бестселлер, но с Dolby Vision. 4:128, интересная формула памяти, зачастую берут для того, чтобы в память напихать каких-то сериалов, если возят с собой, коробочка небольшая по сути. На Amlogic S905X4J процессоре, Widevine L1. В принципе, какие-то стриминговые сервисы у него будут нормально работать. И
идее это прям вот тоже неплохо. Я делал обзорчик, пожалуйста, переходите, посмотрите. Достаточно неплохо получилось. Но, опять же, видимо, в преддверии того, что у нас выйдет тот же самый SK4, люди к нему стали проявлять меньше интереса, и в отзывах он стал меньше показывать себя, да. Хотя TV-Box имеет вот эти вот югусы, чем они известны? Фишками своими. CIFS, да, допустим, в этом в X4Q Extra нет, конечно, фишек искусственного интеллекта, но они на одном месте, вы хотите тот берите, хотите тот берите. Но X4Q Extra это Samba сервер, Samba клиент, это NFS клиент, это все типы автофреймрейта, это хорошая экосистема Югус, уже отточенная достаточно прошивка и достаточно интересный TV-Box с 1000 мегабитным LAN. Кстати, Югус AM9 тоже имеет 1000 мегабитный LAN, и люди это любят, и людям это надо. Zidu серия. И так как у нас есть и более мощные моменты, но они сейчас уже не входят в топ, потому что народ опять же начал их отсеивать и отдают предпочтение больше Zidu Z9X 8K, потому что разница между самыми топовыми, или там Z20X Pro, да, там, или Z20 Pro, не помню, как она точно с этими буковками, уже путаюсь, их уже столько стало. Но разница невелика, разница в корпусе и тем, что SATA интерфейс внешний, больше никакой разницы нет. И тут получается что? Что мы имеем? Logic S928XK. Вот давайте я вам хайлайты даже покажу, которые есть. Смотрите, декодинг и вывод 8К, HDR10+, обвесы по звуку очень хороши, то есть здесь вывод звука нормальный. 6/64, не 4 памяти, а 6. AVS 3, Wi-Fi 6, автофреймрейт, потом вот это вот RS-232 Control, Smart Control, который позволяет управляться там ресиверами, усилками. То есть здесь очень даже классная фишка, еще и с фишками искусственного интеллекта. То есть, конечно же, каталогизация постер-вол, музыкальный плеер охренительный, который там есть, и качество картинки через и технология VS10, которая конвертирует, грубо говоря, Dolby Vision и HDR картинки в SDR качественный, то есть это действительно классно работает. Я делал обзорчик, классный TV-боксик, нам очень нравится, но Google стример на третьем месте, потому что у него тупо нет USB портов. Были бы у него USB порты, да его картинка с MTK процессором классная, яркая, да плюс еще это чистый Google продукт, да, с HDR10, с Dolby Vision, с 1000 мегабитным LAN, с более-менее нормальным пультом. Конечно же, с сертификацией Netflix и подобными плюшками, которые просто работают. Вы включили, работает, обновляется, и обновляться будет долго, при том, что на нем работают Cinematrix и все остальное, все отлично работает. Поэтому очень классный TV-бокс, я его рекомендую, но нет фишек искусственного интеллекта, и все-таки это не Android TV, поэтому только третье место. Есть у нас и второе место. Сейчас вот второе место, барабанная дробь, тогда у нас скатились на второе место Rocktech и Hamatix. Вот так вот дожились. Я вам объясню. Дело в том, что после того, как Rocktech и Hamatix начали обновлять, во-первых, Rocktech 116 баксов очень дешево сейчас стоит, с промокодом вообще там чуть ли не до сотки будет стоить, но сейчас пошли версии 4/64. 4/32 тоже можно найти, но как и Hamatix, сейчас идут только 4/32 за $101, с промокодом он даже вывалится в 50-100, это прям вообще топово, но после того, как начали обновляться на Android 14, в простое есть жалобы на повышение температуры, какой-то процесс начинает душить. Обновление однозначно будет, исправление однозначно будет, но на текущий момент, пока они это все не исправили, извините меня, второе место. Но TV-боксы топовые, это один из тех TV-боксов, которыми я пользуюсь. Зачем они топовые? Потому что это одни из сертификатов, у которых есть 1000 мегабитный LAN, у которых, ну, по крайней мере, у Rocktech, у этого маленький пульт, у Rocktech нормальный пульт, у них инфракрасные пульты, вернее, инфракрасные дополнительные опции на Bluetooth пультах для управления дополнительными устройствами по типу ресиверов, телевизоров, допустим, звуковых панелей и тому подобных вещей. И плюс у них сертификация Netflix, сертификация Dolby Vision, Dolby Atmos, у них работает, ну, если брать, допустим, вот эти Zidu, Югусы, Кинханки, у них Dolby True HD, Dolby Atmos через Dolby True HD, DTS-X, то здесь все в сертификате. Dolby True HD в пробросе, Dolby Atmos через Dolby Digital Plus и есть DTS, но это конкретный сертификат. Если вы хотите, чтобы это все в декодерах, если вы хотите, чтобы у вас работали все стриминговые сервисы, вы их смотрите, то это именно выше $100 с 1000 мегабитным LAN, прям TV-боксы выбора. И они прекрасно работают. Я смотрю, они прекрасно работают. И они, еще одно преимущество, не на Google TV, а на чистом Android TV.
Вот. А те, кто знают, те ценят этот момент. Ну а пока Hamatix и Rocktech решают свои проблемы с Android 14, у нас SK1 получил апдейт на Android 14, хотя здесь написано Android 11, но уже есть Android 14 и вылетел вообще в топ, взлетел. Спрос на него возрос. У него есть Wi-Fi L1. Это сборка Skyward с прошивкой Yugus, качественные материалы, самое лучшее охлаждение, все типы автофреймрейта. iMlogic S928XK процессор с Dolby Vision, Dolby True HD, DTS HD Master Audio, DTS-X, Dolby Atmos через Dolby True HD. Все это в пробросе, все это работает. 1000 мегабитный LAN, Wi-Fi 6, полный Wi-Fi 6 без каких-либо ограничений. И, конечно же, количество портов USB и вообще его реализация, она просто-напросто суперовая. Это один из самых топовых ТВ-боксов. Именно если вы любите мощно, то это мощно. В Android 14 добавили декодинг 8К с Dolby Vision. Да? Все типы автофреймрейта, CIFS клиенты, Samba серверы, Samba клиенты, различные функции управления питанием. Короче, это один из лучших ТВ-боксов, которые сейчас есть не сертификатов. Вы должны это понимать. Да, он вышел вперед. Да, обновления получили. При этом, знаете, как там сначала как получили через провод 2.0.1, потому что переход с 11 на 14 достаточно тяжел был по ОТА, его не смогли сделать. А уже в 14 он получил уже первое обновление 2.0.2 с исправлением мелких багов, которые были при переходе. И это значит, что он поддерживается и будет пока поддерживаться. И это вот, если хотите мощно на года, то это вот Yugus SK1 с поддержкой Dolby Vision. Отличные ТВ-боксы, ссылки в описании под видео, распродажи, не забываем про купончики, ну и, конечно же, про акцию Технозон для жителей Украины. А с вами был я, Бабл, на канале Технозон. Пока.